Здравствуйте! Сегодня у нас на авансцене очень позитивный человек, которым мы лично восхищаемся. Человек, который имеет прозвище Red Rocker, красный рокер. Не потому, что он красный по духу, хотя кто его знает, а потому, что он очень любит красный цвет. А красный цвет для мужчины, вы понимаете, что такое? Это, не каждый может себе позволить красный. Речь идет о гениальнейшем фронтмене, вокалисте и гитаристе Сэмми Хаггаре. Сэм Хаггар. Прославился он в первую очередь как вокалист культовой американской группы Ван Хейлен, в которую он пришел в 1984 году в конце, выпустив с ними альбом 5150, который содержал массу хитов и до сих пор многими признается одной из лучших пластинок этой класснейшей группы. Хаггар заменил вокалиста Ван Хейлена не менее легендарного Дэвида Ли Ротта и очень классно вписался в команду. Надо сказать, что у него огромный опыт рок-сцены, рок-выступлений. Он впитывал рок-культуру с малолетства и понимал все те задачи, которые по жизни перед ним стоят. Это редчайший пример того, что человек, будучи еще юнцом, осознавал в жизни, что он хочет. Ну, конечно, он хотел быть астронавтом, я думаю, где-то, наверное, лет в 5. Но, тем не менее, его путь достаточно интересный. Родился он в 1947 году. Сейчас это уже, ё-моё, почтенный дедуган. За 70 лет, шутка ли, я вам, извините, перебьюсь от мысли, но не выдержу, скажу. Отжигает так, что молодняку и не снилось. Вы посмотрите, потому что драйва, столько энергии. Откуда оно? Ну вот послушайте. Родился он в 1947 году в семье ниже среднего уровня достатка, давайте скажем откровенно бедной. Папа алкоголик, ветеран Второй мировой войны, к сожалению, с рецидивами военными. Вечно на него находили какие-то наплывы, и он начинал дубасить всю семью свою, многочисленную, которая разбегалась везде по территории окружающим, пряталась от него. Сэмми об этом очень классно написал в своей автобиографии, которая вышла в 2011 году, которая была №1 в бестселлерах газеты Нью-Йорк Таймс. Откровенная очень штука такая, местами даже чрезмерно откровенная. Так вот, папаня дубасил, сынок прятался и понимал цену хлеба с детства куска. Он сам писал позже, что многие, получая, зарабатывая первые деньги, тратили их, учтите то время, какое было, начало 60-х, на бухло, на наркоту. А я мечтал себе купить с первых денег новые крутейшие туфли, чтобы быть лучше всех и выглядеть достойнейшим образом. Вы понимаете, это, кстати, очень странные мысли для молодого пацана. Но тем не менее, в школе начиналось и музицирование, была масса групп местного масштаба, которые, как говорится, ни о чем. Но тут с ним произошло то, что он считает чуть ли не основным событием в своей жизни. Его посетили инопланетяне. Да-да, не смейтесь. Бывает такое. Это, кстати, сейчас модная тема. Кирсана Элимжинова, президента Калмыкии, посетили инопланетяне. Еще массу людей посещают инопланетяне, которые, в общем-то, им чего-то рассказывают такого интересного, что мы, не посещаемые инопланетянами, не знаем. Так вот, он говорит, вспоминает, что 2 человека спустились, залезли в мой мозг, буквально вывели из мозга провода и направили куда-то его в космос. Или в тарелку летающую, или куда-то. И у нас с ними произошло общение.
Да такое интересное, что он тут же поехал к местной гадалке, будучи совсем юным человеком, надо же, что-то его толкало, и попросил его дать комментарий происходящему, потому что все окружающие, которым он об этом рассказывал, делали пальцем вот так вот. Ну, вы понимаете, этот жест он везде одинаковый, кроме племени Тумбаюба, что значит умный человек. Так вот, получается, эта экстрасенс-гадалка сказала ему: едь туда-то, туда-то, занимайся тем-то и тем-то, и ты будешь великим человеком. У тебя все в жизни будет блестяще. Это тебе был знак. Притом знак очевидный, явный, яркий и даже не обсуждаемый. Ну и все. И вы знаете, шутка шуткой, но все сбылось. Он попал в класснейшую, созданную только-только рок-группу Монтроуз, гитаристом Монтроузом, которая в 1973 году выпустила свой дебютный альбом. Класснейший хард-рок, ответ Соединенных Штатов британским хардовым группам, потому что помимо Grand Funk Railroad толком там никто и не блистал. Сразу вам скажу, рекомендую этот альбом Монтроуз 1973 года. Вообще Хаггару везло на гитаристов. Будучи сам очень недурственным гитаристом, он окружен был всегда выдающимися. Смотрите, Монтроуз, потом Эдди Ван Хален, потом Джо Сатриани. Но мы к этому сейчас вернемся. Так вот, просто альбом взорвал хит-парады. Для такого стиля музыки это достаточно забойный хард-рок. И, к сожалению, вмешалась такая банальная вещь, как несовместимость характеров. Хаггар, он недаром, что любитель красного, он взрывной очень человек. Он даже в своей автобиографии много чего людям вспомнил и написал такого интересного. И он с Монтроузом, лидер-гитаристом, не сошелся. Выпустив еще один альбом, он из группы просто-напросто сбежал. И начал сольную карьеру. Сольная карьера была очень и очень успешна. Я вам скажу, что все его альбомы были публикой приняты очень хорошо. Он был лидером хард-рока в Америке в тот период наряду с Тедом Ньюджентом. И особо нравились народу его концертные выступления, потому что он там, я уже сказал об этом, драйвует так, что мама не горюй. Как он сам говорил, мне надо перед концертом выпить 2 стопочки текилы. Не для того, чтобы быть пьяным, а для того, чтобы поймать эту самую нужную расслабленность, кураж и дать зрителям то, что они просят. Конечно, его заметили. Конечно, он был на плаву у музыкальных продюсеров, за него шла война. Но тут образовалась вакансия в группе Ван Хейлен, которая была всегда очень почитаема в Америке. Но Дэвид Ли Рот, вокалист этой группы, тоже известный бузатер, хулиган и человек непредсказуемый, повздорил с братьями Ван Хейлен, которые, в общем-то, были лидерами в группе. Это гитарист и барабанщик, там 2 брата. Алекс Ван Хейлен барабанщик, Эдди Ван Хейлен гитарист. Был, царство ему небесное, он умер, ушел от нас в прошлом году, в октябре месяце, в 65 лет. Так вот, он буквально встрял на место вокалиста в эту группу, культовую, подчеркиваю, группу, и это был уже совершенно другой уровень. И надо сказать, что как он пришел в эту группу, продажи и без того просто миллионные у Ван Хейлен резко возросли. Хиты шли за хитами. Группа, если вы посмотрите их концертные выступления того периода, просто разрывала стадионы. Даже не залы. Потому что, я вам скажу, там было удивительное сочетание. Эдди Ван Хейлен это до сих пор, наверное, считается наряду с Джимми Хендриксом лучшим гитаристом мира. Хотя его уже нет с нами, но творчество огромное его. Потому что даже есть такая мысль, что все гитаристы 80-х просто тупо копируют Ван Хейлена. И, соответственно, 90-х, 2000-х, 2010-х. То есть он создал ту школу, ту базу гитарной игры, которая до сих пор является основой. И вот
Ван Хейленом, но понимаете, к сожалению, братья Ван Хейлены опять начали тянуть одеяло на себя. Им не нравилось, что Хаггар занимает такое место в группе, что многие уже называли не Ван Хейлен, а Ван Хаггар. Ван Хаггар, совмещая эти две фамилии. Их это немножко бесило, потому что Эдди, он как любой гениальный человек, был непредсказуемый. Сам Сэмми вспоминает, он мог говорить, какой классный музыкант человеку в глаза, но отойдя немножко в сторону, кричать, как я его ненавижу. Ну, это что-то напоминает, это, в общем-то, сплошь и рядом встречается. Так вот, выпустив просто гениальный альбом, называется «Баланс» в 1995 году, с лучшей песней, но это мое мнение сугубо, «Feeling», последняя, где Хаггар демонстрирует высочайший уровень вокального мастерства, просто гениальная песня. Он уходит из Ван Хейлен, вернее его ушли. Выпуск начинается сольная карьера, которая была тоже весьма успешной, но произошло знаковое объединение в 2010 году. Он столкнулся вот в этот период с тем, что познакомился совершенно случайно с одним из ведущих американских гитаристов, учителей, основателя многих гитарных школ, Джо Сатриани. Это великий гитарист без преувеличения, который, например, считается учителем Стива Вая, а тут комментарий уже, как говорится, излишний. Так вот, они образовали басист, которого тоже выперли с Ван Хейлен, Марк Энтони, Сэмми Хаггар, вокал, гитара, Джо Сатриани, гитара и барабанщик, легендарнейший Чад Смит из Red Hot Chili Peppers. Вы помните ролик про Red Hot Chili Peppers, мы о Чаде Смите там говорили. И вот этот вот состав создал группу, одну из самых знаковых групп начала, вернее, середины 2000-х вот этого периода, это Chicken Foot. Там была определенная магия. Альбомы этой группы просто пошли на ура. Но немножко тут не повезло в чем. Огромные обязательства были перед другими компаниями, группами у Чада Смита, Джо Сатриани. И группа эта, немножко пошумев на музыкальном рынке, просто отошла. На данный момент Хаггар занимается группой Circle. Там на барабанах сын Джона Бонема, Джейсон Бонем. Гитарист, бас-гитарист Марк Энтони, тот же, что и был Chicken Foot, а гитаристом там Вик Джонсон. Группа классная, она одна из первых отреагировала на нашу пандемию, выпустила альбом Lockdown, называется. У них по YouTube гуляет масса роликов, посмотрите, очень интересные. Скажу, что Сэмми успешный бизнесмен, у него есть текила собственного производства, несколько заводов, говорят, отменного качества, не пил, но может как-то придется. Сеть ресторанов, ночные клубы. То есть человек не только творец, но еще и денежку успевает ковать. Поэтому я вам говорю, вот такой позитивный человечище. Вы посмотрите действительно, насколько он классный, в каком он находится тонусе и драйве. Это вот определенный пример даже для многих. Поэтому я думаю, что он вас зажгет. Слушайте Сэмми Хаггара с его друзьями, товарищами. Наслаждайтесь жизнью. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.